Залипательно, да? Сегодня делаем супер крутую анимацию. В этом видео я покажу, как сделать огонь в стиле аниме. Идея в том, чтобы огонь был именно нарисованным, мультяшным, а стилизовать его вы можете как угодно под ваш вкус. Доброго времени суток всем, меня зовут Дарья, я рада вас приветствовать на моем канале Дарья Create. Не забудьте поставить этому видео лайк, если оно вам понравится, и давайте скорее начинать. Состоять наш огонек будет из трех частей: основа, спиральная часть вокруг и небольшие искры. Начнем с создания основы. С помощью инструмента Pen Tool нарисуем каплевидную фигуру. Уберем обводку, если нужно, а цвет заливки сделаем темно-оранжевым. И поместим фигуру в центр композиции. Супер! Теперь добавим на слой эффект Wavewarp. Находится во вкладке Distort. Нам нужно, чтобы искажение начиналось снизу, поэтому пиннинг изменим на Bottom Edge. Type изменим на Circle. И теперь, изменяя значение ширины, высоты и направления, можно добиться интересных результатов. Я оставлю так. Также, изменяя значение скорости, вы можете сделать колебания медленнее или быстрее. Теперь продублируем эффект и немного поменяем значение. Получилось более интересное искажение. Теперь нарисуем другую фигуру. Она скроет погрешность искажения первой, и все будет выглядеть более естественно. Рисуем овал и помещаем его в центр и вниз первой фигуры. Отлично. Теперь на овал также два раза добавляем эффект Wave Warp. Немного изменяем значение, и у второго эффекта в Type изменим на Smooth Noise. Окей. Пока на огонь это не сильно похоже, но выглядит забавно. Идем дальше и дублируем оба слоя. Меняем цвет на более светлый. И поменяем форму. Сделаем ее чуть более вытянутой кверху. А овал превратим в круг. Располагаем все по центру. Окей. Теперь будем менять значение эффекта Wavewarp, чтобы получить более причудливый вариант. Круть. И приступаем ко второй части теперь. Создадим для этого отдельную композицию и скопируем сюда наш Shape Layer с первой каплей. Отлично. Продублируем слой. Выберем для отображения только нижний и поменяем настройки эффекта, чтобы получилась спираль. Ну и продублируем эффект еще раз. Я также немного изменю форму. Окей. Теперь выбираем только верхний слой и оставляем один эффект. Type меняем на Uncircle и меняем настройки так, чтобы получились фигуры в форме полумесяца. Окей, и теперь в режиме наложения у верхнего слоя выбираем силуэт альфа. И как видите, верхний слой вырезает кусочки из нижнего, и получаем прикольную спираль. Отлично. Ну и переходим к созданию третьей части. Здесь мы будем делать эффект искр. Для этого также создаем отдельную композицию и добавляем в нее наш первый Shape Layer. Сделаем ее чуть уже. Теперь снова меняем настройки эффекта Wavewarp. Отлично. Дублируем слой два раза. Во втором оставляем один эффект. И делаем подобие полумесяцев, как во второй композиции. А саму фигуру сделаем чуть уже и следим, чтобы она осталась по центру. И теперь настраиваем третий слой. Его делаем еще чуть уже и меняем значение эффекта, чтобы получился такой причудливый зигзаг. Супер! Выделяем верхние два слоя и в режиме наложения меняем на силуэт альфа. Вот такой эффект у нас получился.
Осталось только соединить все это вместе. Создаем главную композицию и добавляем в нее все, что мы только что сделали. Вторую композицию помещаем сверху. А на третью добавляем эффект CC Sphere. Для этого идем эффект, Perspective, CC Sphere. Rotation Y меняем на 60 градусов. Радиус увеличиваем до 400. Во вкладке Shading Ambient увеличиваем до 100. А во вкладке Light уменьшим Light Intensity до 0. И теперь, изменяя положение в пространстве с помощью Offset, располагаем эту часть справа. Дублируем слой и теперь меняем знак в Rotation Y и сдвигаем влево. Вот такие искры у нас получились. Теперь добавим немного яркости и насыщенности нашему огню. Для этого добавляем в композицию поверх всех слоев Adjustment Layer. Первым на корректирующий слой добавим эффект Roughen Edges. Находится во вкладке Stylize. И уменьшим значение Border до 4. Окей. Теперь добавим эффект Posterize Time. Его находим во вкладке Time и уменьшаем значение Frame Rate до 12 кадров. Ну и, конечно, пришло время добавить мой самый любимый эффект Glow. Находим его также во вкладке Stylize. Здесь можете настраивать на ваш вкус. Мне понравился такой вариант. И вот такого симпатягу мы получаем в итоге. У меня на этом все на сегодня. Спасибо, что досмотрели до конца. Если нашли что-то полезное, то не забудьте подписаться на канал, так вы не пропустите новые ролики, а мне будет очень приятно. И как обычно, если остались вопросы или есть предложения для новых роликов, то пишите все в комментариях. Я все читаю, всем стараюсь ответить. И увидимся в следующем видео. Пока-пока!